Привет, друзья! Меня зовут Сенчугов Александр, я руководитель студии дизайна интерьеров Нечаев и Сенчугов. Сегодня я рад показать вам интерьер загородного дома, реализованного по нашему проекту. Я расскажу о всех деталях концепции, планировки, об интерьере, назову главные фабрики мебели и отделочных материалов, использованных в проекте. Мы находимся в коттедже в Ленинградской области. Дом расположен обособленно в лесу, что позволяет в полной мере ощутить себя наедине с природой Карельского перешейка. У дома современная архитектура. На фасадах используется композитный металл, дерево и крупноформатный керамогранит. Нам поставили задачу создать современный минималистичный интерьер в продолжении архитектуры дома, использовать природные цвета и материалы, перекликающиеся с окружающей средой. Это не первый проект нашей студии для данного заказчика, и нам повезло в том, что наше чувство эстетики практически полностью совпадает с его видением прекрасного. Заказчик дал широкую свободу в выборе художественных приемов и не сильно ограничил нас в бюджете. В изначальном проекте дома верхний этаж был из клееного бруса на бетонном цокольном основании. Это натолкнуло нас на концепцию альпийского шале в современном стиле, с плотными приглушенными цветами, обилием дерева и камня. Впоследствии клееный брус заменили на монолитные стены, но концепция дизайна сохранилась. Планировочное решение дома не совсем стандартное. Все жилые помещения, включая гостиную с кухней, находятся на втором этаже, а цоколь является первым и не находится под землей, как это обычно бывает у коттеджей. В нем расположена спа-зона с бассейном, а также спортзал, санузел и гараж. Общая площадь дома 300 квадратных метров. Когда я впервые побывал в еще строящемся доме, меня впечатлила огромная высота потолков, масштаб комнат, правильные пропорции и то, как дом вписан в ландшафт. Начнем рассказ с жилого этажа. Через прихожую с гардеробной мы попадаем в лестничный холл. По левую руку находится просторная гостиная с кухней и обеденной зоной. Вдоль коридора расположились спальня родителей, 3 детские комнаты и ванная. Главное помещение в доме, конечно же, гостиная. В центре комнаты для спокойных домашних вечеров мы поставили удобный диван Яга серо-голубого цвета от фабрики Натусы. Для заказчика очень важным является удобство, и авторы диванов в первую очередь добивались именно высочайшего комфорта. На ковре перед диваном стоит кофейный столик Millennium от Bontempi. Шпон ореха перетекает на потолок, обрамляя центральную часть, покрытую декоративным бетоном. Для создания атмосферы мы повесили необычную люстру в центре комнаты. Нам подходил по масштабу только светильник большого размера. Скажу честно, это реплика, но это высококачественная точная копия, изготовленная на сицилийской фабрике Duefe. Это копия потолочного светильника Aries от бруклинской фабрики Beck Britton. Да, такое бывает. Реплика на американский свет, который сделали итальянцы. Когда люстра включается, свет от источников в цоколях попадает на стеклянные призмы, причудливо преломляется, и в комнате начинается игра переплетающихся цветовых бликов. По всей площади гостиной, кухни и коридоров растекается крупноформатный керамогранит от Florim, изображающий серый мрамор. Итальянцы являются безусловными лидерами визуальной эстетики, и их плитка сложных оттенков очень натурально имитирует природные мотивы. Крупный формат позволяет минимизировать швы и наиболее эффектно использовать рисунок. Главная стена гостиной украшена стеновыми панелями, шпанированными орехом. По бокам инкрустированы слэбы медового оникса с подсветкой. Рисунки на натуральном камне как пятна Роршаха. Они уникальные, и каждый человек видит в них что-то свое. С полками, за которыми находятся слэбы оникса, у нас возникла проблема. На столярном производстве не рассчитали конструкцию, и полки в длинных пролетах провисли. Нам пришлось достраивать архитектуру стеллажа. И в таких ситуациях главная задача дизайнера сделать так, чтобы предмет выглядел так, как будто он таким и задуман. Интерьер украшен минималистичной живописью Дмитрия Стрелкова. Когда на стенах появились картины, пространство сразу ожило и наполнилось историями и уютом. Настоящая живопись сразу же видна невооруженным глазом. В изначальном проекте стены, разделяющей коридор и гостиную, не было, а в ходе стройки на ней еще появилась техническая колонна. Она сильно портила нам общую картину, но мы замаскировали ее в теле стеллажа.
Фасады кухни делятся на светлую эмаль и шпон дуба. Мы оживили строгий дизайн кухни с помощью лабрадорита на фартуке и столешнице. Потолок кухни и портал, отделяющий гостиную, декорированы антрацитовыми рейками. Этот цвет присутствует во всех помещениях дома, создавая цветовую цельность. Новое прочтение декора из реек смотрится современно и актуально. Столешница кухни перетекает в полубарную консоль из слэба каргача, тонированного под американский орех. Утром за ней можно выпить кофе, сидя на стульях My Way To, формы, напоминающих ракушку. Обеденный стол культовый для фабрики Бональдо. Его дизайну исполняется в этом году 10 лет. Основание стола – своего рода пластичная стальная скульптура, подходящая под современный контекст. Вокруг стоят очень удобные, обитые кожей кресла ламина. Это же фабрики. Если честно, они настолько удобные, что когда на них сидишь, вставать совершенно не хочется. Дизайн стульев настолько универсален, что легко может адаптироваться под разные стили. Подвесные светильники «Космос» от испанской Vibia создают над обеденным столом оптическую иллюзию парящих в воздухе сфер. Я несколько раз сталкивался с репликами на эти светильники и зарекся использовать в проектах только оригиналы. Там были проблемы с светом, пропорциями, это смотрелось просто ужасно. У нашей дизайн-студии есть телеграм-канал, в котором мы делимся секретами наших проектов и новостями из мира дизайна. Обязательно подпишитесь для вашего вдохновения. Ссылка будет под видео. Коридор продолжает дизайн гостиной. Сюда бесшовно переходят материалы стен и пола. Главная деталь коридора, конечно же, это эффектный функциональный модульный стеллаж Airport, придуманный Джорджо Каталаном. На стойке из графитовой тисненной стали нанизаны полки матового серого цвета и деревянные шкафчики из ореха канилетто. В них прорезаны отверстия, позволяющие собирать всевозможные комбинации. По сути, это конструктор. Все двери в доме скрытого монтажа, без наличников, с полотнами из глянцевого стекла. К дверям в гостиной и коридоре подходит теневой плинтус с подсветкой, а в жилых комнатах плинтус классического вида. Современные стеклянные двери, отражая свет, добавляют легкости брутальному и строгому дизайну. Попадая из комнаты в комнату, видно, что практически весь дом спроектирован в одной цельной концепции интерьера. Мягкие стеновые панели в деревянном обрамлении перетекают на потолок, усиливая ощущение комфорта и защищенности от внешнего мира. Платяной шкаф встроен и выглядит как стеновые панели, а не как мебель. Во всех жилых комнатах на полу лежит инженерная доска из натурального дуба, тонированного в холодный оттенок. В свободном углу установлен изящный и грациозный макияжный стол «Батик» дизайнера Андреа Лучетелло от Каталан, Италия. Столешница с откидным ящиком для хранения выполнена из древесины грецкого ореха. На первом этаже есть только одна ванная комната. Помещение относительно небольшое, поэтому мы облицевали все стены керамогранитом со светлым рисунком мрамора Статуарио от итальянской фабрики Флорим. Светлый мрамор на самом деле самый распространенный и уже поднадоевший всем вид керамогранита, но не в исполнении Флорим. Ни у кого нет такой белизны в палитре и таких проработанных акварельных жил камня. Такая плитка производит совершенно другой визуальный эффект. В качестве цветового акцента используется керамогранит, имитирующий дуб шоколадного тона. Акцент продолжается в столешнице из того же каргача, что и на кухне, с торцом плавной природной формы. На столешнице установлен фаянсовый умывальник. Все смесители в санузлах от итальянских модников New Form, а фаянс от гидрокерамика. Чтобы не съедать пространство небольшого санузла,
Мы ограничили душевую только отдельно стоящей стеклянной перегородкой, без двери. Попадая в детскую комнату младшей дочки, мы переносимся в настоящий волшебный мир. Воздушный, заполненный теплотой и светом. Мы добились теплоты пастельными тонами стен и мебели. Свет заполняет комнату через большие эркерные окна. А идею воздушности мы решили обыграть понятным прямым образом – воздушными шарами. Так на стене за детской кроватью появилось панно с изображением воздушных шаров, а сверху идея продолжилась в светильниках. Это, конечно же, оригинальный свет, что нетрудно определить по нежному оттенку стекла и филигранности исполнения. Светильники Memory от чешской фабрики Brokis разработал дизайнер Борис Климик. У них понятные формы, рождающие теплые ассоциации и пробуждающие у ребенка воображение. И, кстати, веревочка, завязанная на шарике, является выключателем. Наши дети – это наше продолжение. Детская мальчика изначально в проекте выглядела немного по-другому, но в ходе реализации нас попросили добавить брутальности, чтобы по настроению приблизиться к спальне родителей. По сути, это такая маленькая копия спальни родителей. Изголовье делится на мягкие панели и фрезерованное дерево. Функциональные прикроватные светильники от испанской фабрики Mantra. В мебели используются фасады из серой эмали и коричневого дуба. На стенах и потолке имитация спокойного бетона без фактуры, теплых оттенков. Вдоль окна организовано место работы за компьютером. Вы не поверите, компьютерное футуристичное кресло отечественного производства. К сожалению, производить такие сложные кресла было слишком дорого, и для него не нашелся массовый потребитель. Компания закрылась. Но наш заказчик успел купить один из последних экземпляров. На нашем канале есть видео о предметном дизайне и 5 культовых креслах. Обязательно его посмотрите, если вам интересен предметный дизайн. Комната старшей дочки максимально высветлена и построена на оттенках белого и бежевого. Нам хотелось создать ощущение мягкости. И стена за изголовьем буквально в смысле мягкая, облицованная тканевыми панелями. Световые приборы – это белые матовые сферы на металлическом каркасе. У окна находится макияжный стол, в который мы инкрустировали натуральный камень. А из его остатков и металлического основания собрали прикроватный столик. У макияжного стола свое кресло Polo Covered от Bontempi, удобное и повторяющее изгибы тела. В прихожей главный объект – это шкаф с фрезерованными в форме елочки фасадами со скрытыми ручками, в который мы инкрустировали натуральный мрамор. Крышка консоли, которая располагается слева от шкафа, также выполнена из того же слэба. Из жилой части мы спускаемся вниз на цокольный этаж. У основания лестницы находится сад камней. В зоне спа есть бассейн с душевыми, сауна и комната отдыха с туалетом. В другой части на этаже находится спортзал и еще один санузел. Ну и, конечно же, котельная и гараж на 2 машины. Лестница с 1-го этажа спускается в цоколь, приводя нас к саду камней. Мы подумали, что это идеальное начало для зоны спа, настраивающее на отдых и восстановление. Садом камней занимались те же дизайнеры, что и организовывали ландшафтный дизайн вокруг дома. На стенах деревянные панели образуют причудливый геометрический узор, дополняющий атмосферу Востока. Главное пространство цокольного этажа – это, конечно же, компактная спа-зона. Нам хотелось создать уютное пространство с приглушенным светом. Чаша облицована итальянской мозаикой от фабрики Чесси, теплого серого и сложного лазурного цвета. Так как между стенами нет идеального прямого угла, в избежание некрасивых подрезок и швов раскладка сделана под углом. Мы использовали 2 формата мозаики – 2,5 на 2,5 и 5 на 5 см на сетке. Мы специально выбрали неректифицированную плитку, чтобы она выглядела не идеальной, как и все, что создано природой. На стыке крупноформатного керамогранита на главной стене горизонтально расположены световые линии, как будто дневной свет пробивается через трещины в горной породе. Мы долго ломали голову, как сделать в бассейне деревянный потолок, учитывая, какая сильная влажность над чашей. В итоге в облицовке мы использовали кварц-винил.
это идеальное решение для бассейна. Воздуховоды вентиляции мы не стали зашивать и покрасили в черный цвет. В чаше установлено устройство противотока воды, которое избавляет от необходимости в длинном бассейне. Можно тренироваться, борясь с течением. При заходе в чашу находится зона гидромассажа с подводными сидениями. В душевой зоне нет необходимости в дверях, есть только разделение серым стеклом. Минималистичные лейки от Neform смотрятся брутально и футуристично. В сауне, конечно же, самое главное – это запах натурального дерева. И, к сожалению, картинка не сможет вам его передать. Мы умышленно проектировали бассейн и комнату отдыха в приглушенных тонах, чтобы создать атмосферу отдаления от внешнего мира в уютном гроте из дерева и камня. Это своего рода аллюзия к альпийским термам и шале. Так деревянная стена перетекает на потолок. Для отдыха в комнате стоит комфортный диван Eleganza от Natuzzi. А природную тему продолжают 3 журнальных столика Rio в форме грибов от фабрики Catalan Italia. Столешница представляет собой спил ствола дерева грецкого ореха. Каждый столик уникален по рисунку и размеру. И даже в каталоге все размеры указаны не точно, а ориентировочно. Санузлы цокольного этажа продолжают концепцию бассейна. Основная масса стен облицована керамогранитом Nor от итальянской фабрики Mirage с рисунком террасы природного серого цвета. А также здесь есть акцент из глазурованной неректифицированной плитки от Equip лазурного цвета. На потолке, так же как в бассейне, кварцевиневая плитка под дерево. В одном из санузлов мы спроектировали постирочную. Все душевые в доме без видимого порожка. Спортзал решен в функциональном дизайне с натяжными потолками и зеркальной стеной. В фитнес-клубах в качестве напольного покрытия обычно используется искусственная прорезиненная поверхность. Но мы бились за натуральность и использовали натуральный каучук. Реализация проекта шла в очень спокойном темпе несколько лет. Конечно же, можно было сделать ремонт быстро, экономя на всем. Но заказчик сразу же сказал, что дом строится не на 1 год. Будем делать все качественно, основательно, в полном соответствии с дизайн-проектом. Все ключевые решения были согласованы с дизайнерами, и в итоге результат действительно впечатляет. Я хочу подчеркнуть, что в дизайне интерьера не все зависит от дизайнера, и очень важно встретить своего заказчика, с которым будет совпадать видение эстетики. Попадая в интерьеры этого дома, сразу же ощущаешь атмосферу спокойствия и защищенности. Материалы перетекают из помещения в помещение, создавая ощущение цельности и единого образа. Дом является органичным продолжением ландшафта северной природы, словно гранитная скала в карельском сосновом лесу. Именно такого эффекта мы с заказчиками хотели добиться. Спасибо за внимание и, конечно же, мы ждем ваши комментарии о нашем проекте.